Значит так, я несколько дней готовила ролик. Залезаю в Google Whisk, а там баннер. Большой такой баннер. Whisk закрывается 30 апреля. Первая мысль – первоапрельская шутка. Проверила дату? Нет, не шутка. Google реально закрывает Whisk. И вот тут началась та самая неделя. Помелли отвалился из-за VPN, 4 дня ушли на разбор с метками нейросети и метаданными, а на диске у меня осталось 85 мегабайт. Рассказываю все по порядку. Итак, Whisk. Google объявил официально. 30 апреля 2026 года инструмент закрывается. Все, что было в вашей библиотеке, удаляется навсегда. Если там что-то есть, перенесите прямо сейчас, не ждите. Почему это происходит? Не потому что Whisk плохой, а потому что Google собирает все инструменты в одно место. Whisk, ImageFX, все переезжает в Flow. Там уже сидит Nano Banana Pro для генерации изображений, Veo 3.1 для видео. Логика понятна. Зачем держать 3 отдельных сайта, если можно сделать один нормальный? Для тех, кто только узнал про Whisk, объясняю в 2 словах. Это был инструмент, где ты закидывал 3 картинки – субъект, сцена, стиль. И нейросеть сделала из них что-то свое. Никаких сложных промптов, просто 3 изображения. Теперь это все будет Flow. Что делать прямо сейчас? Заходите в Whisk, скачиваете и переносите все, что нужно, и начинайте осваиваться Flow. Кредиты уже там, а не на одной платформе. Переход бесшовный, просто надо привыкнуть к новому интерфейсу. А мой ролик про Whisk, он теперь немного другой ролик. Ничего, бывает. Дальше. Помелли. Объясняю быстро новым зрителям. Кто не знает, Google Помелли – это бесплатный маркетинговый инструмент от Google Labs. Ты вводишь адрес своего сайта, он читает ДНК бизнеса, цвета, шрифты, тон общения, строит твой бренд-профиль и дальше генерирует посты для соцсетей, рекламные баннеры и фотосессию товаров. Все автоматически в стиле твоего бренда, без настройки вручную. Это реально удобно. Так вот, захожу в Помелли с ПК, и меня выкидывает. VPN, который давал мне стабильный доступ, перестал работать с этим сайтом. Ограничения. Те самые, которые никому не нужны, но которые существуют. Нашла решение. Нормальный VPN с американским сервером, но на телефон. С ним Помелли работает, и работает хорошо. Но не буду же я записывать вам экран телефона. Или буду? Не. Фотошут, фотосессия товара из одного снимка на телефон – это вообще отдельная история. Там реально круто выходит. Разбор Помелли пока не буду делать. Ну и раз уж мы говорим про оплату зарубежных сервисов, если нужно будет подключать платные тарифы у Google или в других местах, российские карты там не работают напрямую. Я пользуюсь Want2Pay, там без лишних движений. Ссылка в описании. А теперь то, на что ушла целая неделя, и то, о чем мало кто говорит открыто. Объясняю спокойно, без паники. Synth ID – это невидимая метка, которую Google DeepMind встраивает во все изображения, сгенерированные их моделями. Nano Banana, Imagen, Whisk, Flow, Pomелli – все, что делает Google, помечается Synth ID. Метка встраивается прямо в пиксели изображения. Вы ее не видите, но алгоритмы видят. Зачем Google это делает? Официально для прозрачности, чтобы можно было проверить, это снял человек или сгенерировала нейросеть. Уже больше 10 миллиардов изображений помечено. Это неплохо само по себе, идея понятная. Но вот в чем история. Есть наблюдения, и не только мои, что контент с меткой ИИ получает меньше органических охватов в соцсетях. Не потому что алгоритмы Instagram или TikTok официально это объявили, а потому что платформы все активнее внедряют системы распознавания ИИ-контента, и отношение к нему другое. Я провела несколько тестов. Одни и те же изображения, одно с меткой Synth ID, другое обработанное. Разница в охватах есть. Это не гарантия и не научное исследование, но это стоит учитывать. Мы несколько недель разбирались с тем, как работает эта система, изучали, где хранится метка, как она детектируется, какие трансформации изображения она переживает. Скажу так, мы работаем над решением, пока не готовы говорить конкретно, но направление есть. Следите за Телеграмом, там будет первым все, что мы тестируем. А пока следующий блок, потому что Synth ID – это не единственное, что помечает ваше изображение как ИИ. Значит, Confi-UI. Объясняю, если вы генерируете изображение в Confi-UI, а это один из самых мощных инструментов для локальной генерации, каждый PNG-файл, который он сохраняет, содержит внутри полный журнал вашей работы. Буквально все ноды workflow, промпты, названия моделей, параметры – все это записано в метаданных файла. Любой может открыть ваш PNG и прочитать все. Это значит 2 вещи. Первое – ваш творческий процесс полностью прозрачен для любого, кто захочет посмотреть. Второе – алгоритмы соцсетей, которые анализируют загружаемый контент, тоже это видят.
и видят там слово Comfy UI, Stable Diffusion, название модели и понимают – это ИИ. Большинство крупных соцсетей при загровке фото автоматически удаляют EXIF-данные, геолокацию, настройки камеры, но не всегда и не все. А мессенджеры, почта, облако – там метаданные сохраняются как есть. Мы сделали веб-приложение. Простое, работает в браузере, никуда не загружает ваши файлы. Все локально. Чистит метаданные перед публикацией, плюс там кадрирование под разные форматы соцсетей, сжатие, конвертация между форматами. Ссылка в описании и в Телеграме. Бесплатно. Пользуйтесь. И последнее, самое приземленное. Знаете, что мешало мне выпустить эти ролики 2 недели? 85 мегабайт. На диске было 85 мегабайт свободного места. Для монтажа в CapCut нужно минимум 5 гигабайт кэша. У меня там проекты, модели, workflow, все набито под завязку. Коплю с мира по нитке на новый ноутбук. Ссылка на поддержку в Телеграме. Спасибо тем, кто уже поддержал. Пишите в комментариях, вы замечали, что ИИ-картинки получают меньше охватов? Интересно собрать опыт. И следите за Телеграмом. Там будет первым все, что мы тестируем. Удачи!